СММщики основных групп в Инстаграме и Дискорде разрабов SM27 все так же халтурят, как я и предполагал в прошлом выпуске, который буквально вышел недавно. Только сейчас вышел об этом пост, хотя бета-версия по интернету уже гуляла несколько дней. Сейчас же я хочу вас познакомить с вот этим постом в Дискорде от разрабов и обсудить, что там такого они нам сказали. Итак, привет всем! Момент, о котором вы все просили, наконец настал. Открытое бета-тестирование Secret Manager 2027 уже запущено на Android. В этом году мы изо всех сил стараемся улучшить глубину и реализм игры. Мы добавили новые функции для большего погружения, расширили существующие возможности и вывели все на совершенно новый уровень. Что именно вас ждет? Глобальные индивидуальные награды игроков, признание лучшего игрока, молодого игрока, вратаря, менеджера и клуба по итогам каждого сезона. Иммерсивные жеребьевки континентальных кубков, полноценная симуляция жеребьевки, которая показывает силу ваших соперников и то, как фанаты относятся к вашему пути в плей-офф. Планировщик состава позволяет более детально спланировать будущее вашей команды и подготовиться к трансферному окну. Улучшение Match Motion. Обновленные модели игроков в более высоком расширении и общее визуальное улучшение появятся в будущем бета-обновлении. Полное обновление пользовательского интерфейса по всей игре с особым акцентом на экран тактики. Перенос сохранений. Это наш второй год работы в формате единого приложения, поэтому вы можете продолжить свои сохранения в SM27 прямо с того места, где остановились в SM26. Обратите внимание, если вы перенесете сохранение из SM26 в SM27, вернуться назад уже не получится. Масштабная переработка интерфейсов Steam, чтобы лучше использовать преимущества больших экранов ПК. Переписано множество сообщений во входящих, чтобы сделать их более реалистичными и погружающими. Полное внутреннее переосмысление системы тактики, чтобы она работала значительно лучше. И, вероятно, еще несколько вещей, которые не попали в этот список. Если вы уже зарегистрировались на открытое бета-тестирование на Android, вы должны получить доступ в самое ближайшее время. Если вы еще не стали участником беты, вы можете присоединиться по ссылке ниже. Обратите внимание, бета-версия для iOS пока недоступна из-за задержек в процессе проверки Apple. Мы опубликуем отдельное сообщение, когда бета будет готова для iOS. Если бета-тест заполнен, не волнуйтесь. В ближайшие дни и недели мы будем открывать дополнительные слоты. В течение следующих нескольких недель мы планируем невероятно усердно работать, чтобы все отполировать и подготовить к релизу. Поскольку это бета-версия, вы можете столкнуться с отдельными багами, поэтому обязательно сообщайте о них в SM27 Bug Reports или SM27 Feedback, чтобы команда могла их оперативно исправить. Всем удачи и приятной игры в SM27. Пост получился довольно-таки длинным, но я бы не сказал, что он особо содержательный. Больше всего меня интересует, конечно, вопрос, связанный с тактикой, что именно там такого переработали. То, что изменили интерфейс, это все равно, это разработчики делают каждый год, так же, как и улучшение Match Motion, то есть движка игры. Мне вот интересно, вот эти изменения тактические, это только визуально что-то поменяется, и, конечно же, мета-инструкции как-то изменится, может быть, более реалистично, более как-то логично это будет работать. Или же разработчики буквально планируют добавить новые инструкции и сделать больше разнообразия. Вот это, конечно, вопрос. Я лично еще не играл просто в SM27. Там я на деле гораздо лучше об этом узнаю. Но сейчас я просто делюсь с вами мнением. Также я не понял, что за планировщик состава здесь есть, который поможет нам лучше спланировать будущее нашей команды и подготовиться к трансферному окну. А вот глобальные индивидуальные награды игроков, переписанные сообщения во входящих, это все мелочь. Это чисто визуально как бы изменится, может быть какие-то сообщения более будут какими-то реалистичными, на контрасте с старыми сообщениями это будет более свежо восприниматься, но по сути ничего здесь нового. Опять же, не забывайте довольно важную деталь, я играю в игры от Secret Manager уже множество лет. И пережил вот таких вот переходов с одной части на другую много. И я знаю, что как бы разработчики не раскидывались вот этими комплиментами в сторону новой версии игры, что это будет наш самый лучший продукт, такого раньше не было и все в этом роде, по факту игра не особо глобально изменится. Поэтому здесь не стройте больших ожиданий. Ну и можете написать в комментариях свое мнение, насколько много вообще багов сейчас в SM27, потому что я по своему примеру могу сказать то, что очень много в бета-версии в начале будет багов. Ну и заметили ли вы какие-то ощутимые отличия именно по игре SM27 с SM26? Буду рад почитать также ваши комментарии. Ну и надеюсь, что это видео было для вас полезным. И если это так, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, если вы впервые и хотите продолжать следить за моим контентом. Нажимайте на колокольчик для уведомлений и желаю вам успехов. И надеюсь, увидимся в следующем выпуске.